Однажды в Италии, в Порденоне, безмятежном городке на севере, произошло ужасное преступление. Двое молодых людей были найдены в своей машине на парковке, убитыми выстрелами в упор в голову. Убийцу нашли довольно быстро, им оказался знакомый пары, а вот причину, по которой он пошел на такое, искали долго. Некоторые ищут ее до сих пор и, может быть, даже найдут. Однажды в Италии. Тереза и Трифоне собирались пожениться. Ему 28, ей 30, оба родились и выросли на юге, оба перебрались на заработки на север. Тереза Костанца – девушка с обложки. Правда, на обложках она не бывала, но с ее внешностью вполне могла бы. Закончила университет по специальности менеджмент и маркетинг. На оплату обучения зарабатывала танцовщицей в ночных клубах. После получения диплома устроилась страховым агентом в Милане, но подработки не бросила. Собственно, в одном из клубов она и познакомилась с Трифоне. Роман развивался бурно, Тереза переехала к суженому в Порденоне и, не оставляя карьеры страховщика, подрабатывать стала на более солидном месте – инструктором по йоге в спортклубе «Скорпион», где тренировался ее любимый. Трифоне Рагоне тоже внешностью не обижен. Природа наградила его щедро, но он и сам не плашает. Результаты ежедневных силовых тренировок отчетливо проступают под кожей. Телом своим Трифоне по праву гордится, не упуская случая продемонстрировать его на подиуме. Но его основная работа вполне мужская, он – капрал финансовой гвардии. Характер, правда, недостаточно дисциплинированный, хотя и только в том, что не касается службы и спорта. В квартире, которую они снимают вместе с 3 сослуживцами, Трифоне постоянно разводит бардак, причем не только в переносном смысле, но и в прямом. До встречи с Терезой девушек он водил к себе постоянно, и гостили они так активно, что соседи не могли спать, а диван в гостиной сломался. С деньгами тоже обращается вольно. За телевизор для той же общей гостиной почти всю сумму заплатил сам, а свою долю квартплаты постоянно задерживает. В общем, соседям есть за что точить на него зуб. Особенно Трифоне раздражает одного из них – Джозуэ Ротоло. Злые языки, правда, шептались, что это та самая ненависть, до которой один шаг от любви. Дескать, Джозуэ питал к Трифоне не совсем платонические чувства. Оно, конечно, всякое в жизни случается, но вообще-то у Джозуэ давно есть девушка, Розария Патроне. Тоже студентка университета, тоже красавица, но жутко неуверенная в себе и очень ревнивая. Она постоянно требует к себе внимания, комплиментов и демонстрации любви и верности. Изводит Джозуэ подозрениями, пытается контролировать каждый его шаг, а с тех пор, как тот уехал работать на север, и вовсе слетела с катушек. От имени своих матери и сестры она строчит любимому в соцсетях сообщения в духе: «Розария в коме», «Розария в морге», «Розария потеряла ребенка», «У Розарии черепно-мозговая гематома, которая ее убивает», «У Розарии угроза выкидыша», «Розария закрылась в ванной и не открывает нам», ну и коронная «Зачем ты заставил ее плакать?». А еще Розария ненавидит Трифоне. Причина, как она признавалась подругам, страх, что тот втягивает ее ненаглядного Джозуэ в свои загулы. Девушка всячески пытается рассорить друзей и даже врет жениху. То расскажет, что на нее якобы напали и побили по заказу Трифоне, то он якобы выложил в сеть интимные фото Розарии. В общем, интриги, скандалы, расследование тоже не заставит себя ждать слишком долго. 17 марта 2015 года во вторник Тереза Костанца, как всегда после работы в страховой фирме, приехала в спортклуб. Потренировалась, перекинулась парой шуток с приятелями, отъехала ненадолго в магазин за покупками и вернулась, чтобы забрать с тренировки жениха и поехать с ним домой. На лестнице спорткомплекса они обнялись, вышли на парковку и стали садиться в машину. Это было последнее, что они делали в своей жизни перед тем, как получить несколько ранений в голову. У Терезы 2 пули, всаженные прямо в лицо, у Трифоне 3, 1 в висок и 2 в челюсть, все попадания несовместимы с жизнью. Несколько случайных прохожих слышали выстрелы, но приняли их за взрывы петард. Разглядеть никто ничего толком не смог, было уже темно.
Тем не менее, передвижение пары по показаниям свидетелей отследили до минуты. И стало ясно, что злоумышленнику гораздо проще было убить кого-то одного из них. И Трифона и Тереза по нескольку раз были рядом с машиной поодиночке. Но злоумышленник словно специально ждал момента, когда они окажутся на линии огня вместе, и, скорее всего, хотел застрелить именно обоих. Вначале предполагали, что произошло убийство и самоубийство. Но поскольку оружие рядом не нашли, от этой версии сразу отказались. Полиция отрабатывала мафиозный след. Уж очень твердая рука была у нападающего. Выстрелы были явно сделаны человеком, владеющим оружием профессионально. Прорабатывалась и версия нелегальной торговли анаболиками и долги. Ничего не подтвердилось. В руках у следствия оставались лишь убийства по мотивам ревности, мести и личной неприязни, то есть кем-то из бывших или нынешних знакомых. Да и эксперты утверждали, вся картина преступления говорит о том, что пара была хорошо знакома с преступником. Когда он приблизился к машине, они ничуть не насторожились, оставались сидеть, как были, спокойные в расслабленных позах, и его выстрелы стали для них полнейшей неожиданностью. За эту ниточку следователи и тянули. И, просмотрев записи с камер вокруг спортклуба и близлежащих улиц за вечер убийства, обнаружили на них серый Ауди, принадлежавший Джозуэ. Перемещение машины отследили по камерам и путем несложных вычислений установили, что ни в каком другом месте, кроме парковки спортклуба, в момент преступления эта машина быть не могла. Мало того, попав в слепое пятно камер, авто почему-то исчезает в нем на непомерно долгие 8 минут, которых явно лишку, чтобы преодолеть это ничтожное расстояние, но зато как раз хватает предположить. Водитель мог выйти из машины, забежать в близлежащий парк, бросить что-нибудь в озерцо и вернуться. Короче, как в воду глядели, водолазы выловили из озера Беретту 775. Контрольный отстрел показал, что Тереза и Трифоны были убиты именно из нее. Оставались только две маленьких заковыки. Кто именно стрелял и, главное, чего ради ему было палить в головы вроде бы безобидных молодых людей, какой мотив? Исследователи стали задавать вопросы, причем не только Джозуэ, но и его друзья. Ведь кто был за рулем Ауди по записи с камер, установить не удалось, а у одного из парней своей машины не было, и он одалживался у приятелей. Оказалось, что все трое недолюбливали разбившую веселую компанию Терезу, называли ее презрительно принцессой и маленькой деточкой, но у всех троих было алиби. Придя с работы, все сидели дома и резались в компьютерные игры, к спортзалу даже не приближались. Вот только у Джозуэ Ротала это алиби очень быстро посыпалось. Те же соседи вспомнили, что хоть и ненадолго, но все же их приятель из дома в тот вечер выходил. И даже отругнулся на вопрос, куда это он собрался, дескать, не ваше дело. Выходил не в 5 часов, как всегда, на тренировку, а ближе к 8. Партнеры вычислили, что как раз в момент совершения преступления Джозуэ сделал паузу в игре, скорее симулируя, чем реально в ней присутствуя. Еще Джозуэ почему-то отрицал, что умеет обращаться с оружием, хотя по долгу службы обязан тренироваться на стрельбище. А когда следователь спросил, каким образом его машина оказалась рядом со спортклубом, если он был дома, посыпался уже сам Джозуэ. Под давлением доказательств парень признался, что действительно выходил в тот вечер, а телефон якобы случайно оставил дома на столе. Поехал в спортзал, чтобы воспользоваться последним днем абонемента, не нашел места на парковке поблизости и решил побегать в парке, но в парке было холодно, и он опять вернулся домой. В общем, просто оказался не в то время, не в том месте. А следствию не рассказал об этом сразу, только потому, что испугался. Все равно ничего не видел, и, конечно же, врать было большой ошибкой, о которой он очень сожалеет. Да, насчет ошибки не возразишь. Теперь полиция совершенно уверена. Джозуэ Ротала позаботился о создании для себя ложного алиби, врал и, скорее всего, продолжает врать. Из свидетеля Джозуэ превращается в подозреваемого, так что копают под него уже очень серьезно. Ну а в процессе раскопок выплывают все более интересные подробности. Оказывается, что когда они только познакомились, Джозуэ буквально перемкнула на Трифоны. Он занимался спортом вместе с ним, одевался как он, ел как он. Оказывается, что потом эти прекрасные отношения стали крайне напряженными, и если в 2013-м друзья перезванивались по паре раз в неделю, то с появлением в жизни Трифона и Терезы звонки практически прекратились, и однажды конфликт даже вылился в драку.
Ну как драку? Трифоны начистил лицо Джозуэ, вот и вся драка. Гораздо интереснее ее причина. Оказывается, Джозуэ создал фальшивый аккаунт в соцсетях и, назвавшись в нем Анной Лизой, одной из бывших девушек Трифоны, строчит от ее имени сообщение его невесте. Причем сообщения далеко не безобидные. «Привет. Думаю, что ты девушка Трифоны? Хотела сказать тебе, что твой парень все еще встречается со мной. Я с ним, потому что он очень мне нравится. Ты красивая девушка, но, очевидно, я красивее. И предупреждаю, если ты расскажешь ему, я буду все отрицать, потому что нас многое связывает, и я не хочу его потерять. Я знаю, что вы живете вместе, что сейчас он уехал в баре. Открой глаза, тебе не следует оставаться с ним». Что под именем Анна Лиза скрывался именно Джозуэ, он сначала отрицал. Потом признал, что сообщение писал он. Но идейное руководство перепиской валил на соседей по квартире. Дескать, они все придумали, они сочиняли тексты. Нашлось объяснение, почему опять врал. Аккаунт был создан со служебного компьютера, а это запрещено правилами. По своей финальной версии Джозуэ писал Терезе ради ее же блага. Пытался помочь девушке избежать неприятностей с недостойным ее кавалером. Кстати, за эту помощь Трифоны грозил написать заявление о преследованиях и клевете, после которых о карьере в полиции Джозуэ можно было бы забыть. Против Джозуэ не было прямых улик. На пистолете не было отпечатков, что именно он сидит за рулем Ауди, на записи с камер не разглядеть. Никто из свидетелей убийства не видел его в лицо, и на дверях машины Терезы не осталось его ДНК. Всю свою одежду и обувь Ротола зачем-то выбросил и купил новую, машину тоже поменял. Но предположение, что он мог убить, и доказательство, что действительно убил, это разные вещи. Так что защита быстренько состряпала свой вариант развития событий. Джозуэ оказался рядом со спортзалом случайно, а в парке задержался, чтобы посетить туалет. Ну и главное, у него не было никаких реальных причин убивать приятеля. Адвокаты просчитались. Джозуэ был настолько зол на Трифоны, что не успокоился даже после его смерти и не смог этого скрывать. Придя однажды вместе с коллегами к родителям погибшего, вместо соболезнований он вдруг заявил: «Вообще-то ваш Трифоны остался мне денег должен». Мать не знала, что и думать. Раз человек говорит об этом в такой момент и таким тоном, значит, сумма серьезная. Кто знает, во что сын мог без ее ведома вляпаться, может, азартные игры, может, наркотики. Опешившая женщина спросила Ротола, о долге какого размера идет речь, и получила ответ – 25 евро. Оказывается, небольшую часть стоимости телевизора, который он забрал с собой, съезжая к невесте с общей квартиры, заплатили соседи, и в том числе Джозуэ. Мать оторопела, неужели за такой ничтожной суммой можно обратиться в настолько неподходящие моменты в настолько неуместной форме? Но, поразмыслив, поняла, Джозуэ обращался не за деньгами, а именно за тем, чтобы сказать в адрес покойного пакость. Его взбесило, что коллеги, пришедшие с ним, так хорошо отзывались о Трифоне. И он решил таким образом исправить получившийся слишком уж светлым с его точки зрения образ. Справедливости ради, телевизор и впрямь был общий, и его потеря не обрадовала всех троих бывших соседей Трифоны. Но только Джозуэ пошел к нему требовать вернуть деньги, причем говорил о долге не один на один, а так, чтобы их слышали все. И только Джозуэ пошел к матери погибшего, чтобы сказать ей о сыне плохое, а не хорошее. Как знать, возможно, именно поэтому суд не поверил заверениям Джозуэ, что он любил Трифона как брата и никогда не желал ему зла. Присяжные, рассматривавшие дело первыми, посчитали, что Джозуэ Ротола убил Трифона Рагоны, потому что опасался за свою карьеру в полиции. Поскольку, будучи коллегой, тот мог сообщить о том, что Джозуэ клеветал на него, преследовал его невесту и отправлял ей оскорбительные сообщения, поставив этим под угрозу разрыва их помолвку. Суд, который пересматривал дело по жалобе обвиняемого, пошел еще дальше. Он решил, что мотив у Ротола был не один, а несколько. Что кроме карьеры его волновало давно возникшее, более глубокое и более острое чувство. Присяжные не уточняют, о каком именно чувстве идет речь. Дружба, любовь, ненависть выражаются туманно.
имело отношение к эмоциональной и личной сфере. На уровне предположения остается и то, что когда с появлением Терезы, существующая в полной гармонии между спортзалами, дискотеками и женщинами компания развалилась, Джузеппе почувствовал себя покинутым и преданным. Зато судьи предельно конкретны в определении чувств, толкнувших парня на убийство. По их мнению, это были чувства ненависти и гнева, которыми просто плюется каждое оскорбительное сообщение, отправленное через соцсети. Судьи подчеркнули, что сообщения были планом, разработанным из чувства ненависти или, во всяком случае, глубокого отвращения, с целью разлучить двух молодых людей. Не осталось без внимания присяжных и разборка из-за этих сообщений между Трифоной и Джозуэ, в результате которой последний вернулся домой с разбитой губой и синяками под глазом и на запястье. Судьи отметили, что эта ссора на парковке спортивного зала в ноябре задела гордость Ротала, что после нее он вернулся домой в ярости, и соседи по квартире слышали его крики. «И это дерьмо меня достало, я заявлю на него в полицию, я убью его». Интересна роль во всей этой истории девушки Джозуэ Розарии. Помимо безумных сообщений о собственной смерти, которые она отправляла, и которые не иначе как из-за простого совпадения прекратились сразу же после убийства, у нее был доступ к аккаунту, с которого донимали Терезу. По непонятным причинам и с непонятными целями Джозуэ дал своей девушке от него пароль. А это, во-первых, никак не вяжется с версией Джозуэ о том, что все эти сообщения писались только чтобы предостеречь Терезу от отношений с изменником Трифоны. А во-вторых, вообще непонятно, зачем Розарии был нужен этот доступ. Интересная версия на этот счет есть у родителей Трифоны. Они считают, что Розария только прикидывается безумной истеричкой, а на самом деле она продуманная холодная манипуляторша, прикидывающаяся сумасшедшей на тот случай, если возникнут вопросы к ней или к ее жениху. В пользу этой версии есть и аргумент. В телефоне Розарии было обнаружено написанное ею, а потом стертое сообщение от имени якобы Джозуэ. Видимо, чтобы тот отправил его в адрес Трифоны со своего телефона. Я пишу тебе сообщение, потому что мне стыдно сказать тебе это в лицо. Да, я знаю, что моя девушка сделала. Знаю, что она изменница и предательница. Знаю, что она причинила тебе зло. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь ее простить. Она очень больна. Уже годы, как она в терапии. У нее всегда были эти инстинкты. Я все еще с ней, потому что пытаюсь ей помочь. Следствие предполагает, сообщение было написано в надежде, что Трифона перестанет подозревать Джозуэ и будет думать, что сообщение писала Розария. Уловка не сработала, Трифона Джозуэ не простил. Сама Розария, которая, кстати, училась на юриста, по поводу этого сообщения сказала просто «ничего не помню». А про свой доступ к фальшивому аккаунту объяснила еще логичнее. Она знала, что пользоваться служебными компьютерами в личных целях запрещено, и хотела, чтобы никого за это не наказали. Да, еще одна деталь. На следующий день после убийства Розария была на вечеринке. Но, несмотря на то, что уже знала о происшедшем, никому из общих знакомых ничего не сказала. Оно, конечно, само по себе ничего это не значит, и к делу такую скрытность не пришьешь, но все же как-то странно. Своими переживаниями по поводу плохого влияния Трифона на Джозуэ она делилась. А про то, что его убили, молчок. Будто это совершенно рядовое событие, не заслуживающее внимания. Когда Джозуэ арестовали, Розарию посадили под домашний арест по подозрению в пособничестве. Потом она получила 10 месяцев лишения свободы, заключив сделку со следствием. Чем, кстати, изрядно насолила любимому, ведь фактически это означало, что она признала себя причастной, а следовательно, признала и что убийство было совершено именно ее женихом. Джозуэ Ротала виновным в убийстве себя так и не признал. Логика его защиты была простая. Отпечатков нигде нет, биологических следов нет, очевидцев нет, и серьезного мотива на совершение такого злодейства тоже нет. Но присяжным хватило и косвенных улик, а мотив... С тем, что мотивы обвиняемого были идиотские, конечно, не поспоришь. Суд и не стал. Просто применил статью 61 Уголовного кодекса Италии, согласно которой грязные и бессмысленные мотивы являются отягчающим обстоятельством, и отправил мстительного полицейского в тюрьму пожизненно. По мнению суда, к решению уничтожить пару Джозуэ пришел не сразу. Постепенно дозревала его злоба на товарища, питаемая обидой, страхом за карьеру, подогреваемая враньем Розарии.
После избиения ненависть переросла в жажду реальной мести, которую только распаляла полное безразличие Трифона к наскокам бывшего соседа. Ту же ненависть Джозуэ испытывал и к Терезе. Он ненавидел и хотел уничтожить эту пару, потому и убил их. Преднамеренно, хладнокровно, расчетливо. Много месяцев он потратил на подготовку подробного плана, прорабатывал детали, готовил фальшивые алиби, запасся оружием. Мать Трифона, говорившая с Джозуэ, считает, что он ничуть не раскаивается, потому что уверен, им двигало чувство справедливости. Тереза и Трифоны были, по его мнению, настолько неправильными людьми, что заслуживали смерти. И когда он стрелял, он не совершал преступления, а вершил правосудие. Еще женщина говорит, что молилась о том, чтобы Бог дал ей силы простить. И она смогла это сделать, когда увидела Джозуэ в зале суда под конвоем с опущенной головой потерянного и жалкого. Тереза Костанца и Трифон Ирагоне похоронены у себя на родине. Джозуэ Ротала отбывает свой пожизненный срок. Росария Патроне успела поменять не меньше 5 кавалеров еще до вынесения приговора, что с ней сейчас неизвестно, но с Джозуэ никаких отношений она не поддерживает. Мать Трифоны, получившая на хранение знамя, которым укрывали гроб ее сына, подумывает сжечь его. Ведь этот флаг осквернен прикосновением рук убийцы, который осмелился нести этот гроб вместе с другими. Однажды в Италии